Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Попович, я сооснователь компании Relogate, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о программе иммиграции во Францию через Паспорт Таланта инновационный проект. Паспорт Талант, Projet Innova. Я сам уже несколько лет живу во Франции, искренне люблю эту страну и считаю ее одним из лучших мест в мире. Но помимо того, что Франция — это красивая архитектура, богатая культура, великолепная кухня, Франция — это еще один из мировых экономических лидеров, и эта страна предлагает неограниченные возможности для предпринимателей и основателей стартапов по развитию бизнеса, выходу на европейский и глобальный рынок. Projet Innova — это специальная виза, и после получения визы это ВНЖ во Франции на срок до 4 лет, который выдается основателям стартапов и ключевой команде для того, чтобы проект, который вы планируете запустить, вы запустили на территории Франции и развивали его здесь. Здесь довольно много преимуществ по сравнению с программами в других странах. Эти преимущества можно расписать по пунктам. Первое – это относительно быстрое оформление. Я говорю относительно быстрое, потому что в любом случае этот процесс длительный, он не может быть завершен за пару недель. Обычно мы говорим о том, что сроки от 5 до 8-9 месяцев, во многом они зависят от состава команды, от конкретного проекта, с которым вы выходите. Но иногда сроки работы над кейсом, они еще и зависят от сезонности, потому что летом, июль, август — это время отпусков во Франции, и многие государственные органы просто не работают или работают очень медленно. Второе – это относительная простота оформления, потому что пакет документов довольно небольшой, а требования к кандидатам абсолютно прозрачные. Доступность. Эта программа подходит для проектов на разной стадии, от стадии идеи MVP до уже действующего проекта, действующего бизнеса. И иногда это действующий бизнес, который планирует пивот, то есть переход например, с какого-то стандартного бизнеса на технологическую платформу. Свобода передвижения. Вы вольны передвигаться по странам Шенгенского соглашения, здесь нет внутри никаких ограничений. И, конечно же, перспективы. Во Франции одна из самых либеральных программ по получению ПМЖ и гражданства по сравнению с другими странами. Спустя 5 лет проживания во Франции вы можете претендовать на статус резидента, то есть получить ПМЖ, либо французское гражданство. Программа Projet Innova рассчитана на основателей и ключевую команду. Обычно это 2-3 сооснователя. Желательно, чтобы каждый из сооснователей отвечал за какое-то конкретное направление бизнеса. То есть это хорошо, если кто-то отвечает за техническую, технологическую часть проекта, кто-то за маркетинг и продажи, CEO, который руководит компанией и всем проектом. То есть в случае с инновационным проектом во Франции рассматривается вся команда вместе. При принятии решения обращают внимание на следующие параметры. Это pitch-deck, презентация и бизнес-план. Это финансы, то есть если вы планируете привлекать деньги, какие-то инвестиции или вкладывать свои собственные, то желательно, чтобы это было отражено в бизнес-плане. Личные качества каждого из основателей, то есть это опыт профессиональный, это предпринимательский дух, это опыт запуска каких-то проектов ранее, до этого. Образование или опыт работы. Требуется либо диплом о высшем образовании, либо подтвердить, что вы имеете 5 лет опыта работы. И желательно, чтобы вы каким-то образом были связаны с той сферой, в которой ваш инновационный проект планирует запускаться. По этой программе можно перевести всех членов вашей семьи, они также могут получить ВНЖ, и супруги получают во Франции право на работу, дети получают право ходить в государственные школы и пользоваться всеми благами, так же как французские резиденты. В
Все заявители по программе «Паспорт таланта Projet Innovant» получают государственную медицинскую страховку, бесплатное образование. И если вы получили свои, например, водительские права в России, то вы можете их обменять бесплатно и без сдачи экзаменов в течение первого года жизни во Франции на французские права, которые выдаются сразу на 15 лет. Какие требования и какова процедура? Основное условие для получения визы Projet Innovant – это два письма поддержки. Первое – это письмо от акселератора или инкубатора внутри системы French Tech. Инкубатор или акселератор зависит от стадии проекта. Если у вас стадия идеи, то вы попадаете в инкубационную программу в инкубатор. Если у вас уже есть MVP и действующий бизнес, то вы попадаете в акселерационную программу в акселератор. То есть первое, вам нужно найти инкубатор или акселератор, который будет готов вас взять в свою программу, подписать с ним контракт и начать проходить эту программу. После того, как вы нашли этот инкубатор или акселератор, он выдает вам письмо поддержки. Это первый документ, который требуется для того, чтобы претендовать в дальнейшем на визу. Вторым этапом является получение одобрения от Министерства экономики Франции. Это очень большая анкета, которая заполняется на каждого из основателей. Там перечисляются, в общем, все профессиональные достижения, образование, опыт работы и так далее каждого из основателей. И максимально большая часть уделена тому, чтобы описать ваш проект, чтобы подтвердить его инновационную природу и показать, каким образом этот проект будет приносить пользу Франции и будет, условно говоря, поддерживать статус Франции как одной из главных инновационных экономик в мире. После того, как вы подали заявку в Министерство экономики, по-французски ДРИЦ, вы ждете примерно месяц и получаете оттуда решение о том, что ваш проект признан инновационным. Это два главных документа, которые вам требуются первоначально для подготовки документов на визу. Следующий этап. Следующим этапом является подача документов в консульство. Консульство принимает эти два письма и по списку формальные документы. Ваши паспорта, свидетельство о рождении, если у вас есть семья и дети, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Также есть формальные требования к наличию достаточных денег на первый год жизни во Франции. Это 24 тысячи евро на основного заявителя и 50% от этой суммы на каждого из членов семьи. И подтверждение адреса во Франции. Здесь подходит даже аренда через Airbnb. Вы подаете документы в консульство Франции в стране вашего резидентства или гражданства, и обычно в течение нескольких недель вы получаете визу в ваш паспорт. Виза выдается на 3 месяца. В течение этого срока вам нужно въехать на территорию Франции и онлайн подать заявку по месту вашего жительства в локальную префектуру на получение карточки ВНЖ, по-французски «Titre de séjour». На усмотрение французских властей вид на жительство может быть выдан на срок до 4 лет. В нашей практике, принимая во внимание десятки проектов, которые мы перевезли за последние 1,5 года, это чаще всего срок близкий к максимальному, то есть это либо 3, либо 4 года. В чем заключаются наши услуги, услуги компании Relogate? Мы сопровождаем вас на всех этапах работы над вашим кейсом, то есть от момента, когда вы решили, что да, вы выбрали Францию, вы хотели бы во Францию переехать и здесь, во Франции, запустить ваш проект инновационный, до момента получения карты ВНЖ во Франции. То есть на протяжении всего этого длительного периода, 5, 6, 7, 8 месяцев, в зависимости от того, как долго будет идти работа, мы сопровождаем вас. С первого этапа. Первый этап – это интервью с вами как с основателями, это подготовка питч-дека, бизнес-плана для презентации в акселераторы, это адаптация презентации к французским реалиям или европейским реалиям, если мы говорим обо всем выходе на европейский рынок через Францию или даже глобальный.
Второй момент – это там составление, перевод всех нужных документов. И основное – это коммуникация с акселераторами, инкубаторами. То есть это подбор акселераторов, которые работают в той сфере, в которой предполагается в дальнейшем запускать инновационный проект. Это постоянная коммуникация, это организация интервью с представителями акселераторов, это подготовка и адаптация презентации проекта в зависимости от того, в какой акселератор мы подаемся. Это отслеживание батчей, то есть батч — это сезонный набор в программу, и в разных акселераторах это разное время в течение года. И, в общем, здесь мы работаем над тем, чтобы получить приглашение от акселератора и первое письмо. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть какие-то вопросы и вы хотите обсудить более детально программу «Паспорт Талант. Инновационный проект», то, пожалуйста, по ссылке в описании вы можете забронировать звонок с одним из наших консультантов, и они с радостью расскажут вам детально и более подробно про эту программу. Также основателям стартапов мы можем помочь с релокацией в другие страны, в частности в Великобританию по программе Innovator Founder или в Соединенные Штаты по программам O1, EB, 1, 2, NAW. Во Франции также могу сказать, что мы работаем с другими категориями паспорта таланта. Это категория для артистов, для людей, которые работают в творческой сфере, в сфере культуры, и также для профессионалов с высоким уровнем профессиональных достижений. Может быть интересна программа Renommée Nationale и Internationale. Это программа Renommée. И также мы работаем с программой «Визитер» во Франции. Это программа для финансово независимых людей, которые просто хотят поселиться на территории Франции и не вести никакой профессиональной деятельности здесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с теми, кому это может быть интересно. И до новых встреч, всего хорошего, счастливо, пока-пока.